Сегодня я подробно покажу, как делать вот такой осенний венок. Перед вами список материалов на двух языках. Делайте скрин. Точно такой же список будет в описании под этим видео. Нам потребуется пенопластовое кольцо диаметром 30 см. Его нужно будет скрепить с помощью зубочистки и клея ПВА. Чтобы пенопластовое кольцо не расплавлялось от горячего пистолета, его нужно чем-то оплести. В данном случае это джутовая тесьма. Ее можно заменить полосками любой ткани. На противоположной стороне от того места, где мы скрепили кольцо, из красивой ленты делаем петлю. Теперь несколько слов о материалах. Листья клена и дуба куплены на AliExpress. Если вы захотите листья разных оттенков, их можно покрасить. В данном случае это морилка на водной основе, но это может быть также чай каркаде и кофе. Ягоды на этой веточке совсем не видны на фоне листьев. Их можно выделить, покрасив, например, лаком для ногтей. С другой стороны веточки ягоды оказались ярко-желтого цвета. Я оставила их в таком виде. Колоски. При малейшем усилии зернышки из них начинают высыпаться. Предотвратить это можно. Достаточно пропитать колоски водным лаком или клеем ПВА. Сейчас на ваших экранах ссылка на видео, в котором я показывала этот способ на головках подсолнечника. Конечно, все элементы нужно приготовить заранее, чтобы они хорошо просохли. Сначала приклеиваем самые крупные, тяжелые элементы. Внимание! Это очень важно. Важно, чтобы они были закреплены именно за основание, то есть за наше кольцо.
Хочу напомнить вам, уважаемые зрители, что у меня есть мастер-классы, как сделать вот такие тыквы и грибочки. Теперь листья. Первый ряд – это листья, которые прикроют боковые части венка. Старайтесь приклеить их как можно ближе к крупным элементам. В итоге получится эффект, как будто эти элементы лежат на листьях. Они будут хорошо смотреться и выделяться. Второй ряд – это листья, которые частично прикрывают внутренние боковые поверхности. На самом деле мы добиваемся того, чтобы задняя невидимая поверхность венка была тоже красивая и аккуратная. Таким образом достигается безупречность в работе. Нам осталось заполнить венок листьями, чередуя их по цвету. Также используйте мелкие и легкие ягоды или бусины.
Если повесить венок на однотонную стену и отойти подальше, то можно будет увидеть, где стоит добавить или убрать какой-то элемент. Ну и для того, чтобы наш венок был самым красивым осенним декором и в вечернее время, его надо подсветить. Сделать это можно с помощью светодиодной проволоки. Если вам понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, лайк. И не забудьте поделиться им в соцсетях со своими друзьями. Я всегда радуюсь, если вы мне пишете комментарии, с удовольствием на них отвечаю. До новых встреч!